году, и теперь она возвращается. Hi, I played this game as a kid, and that's more than I can say for some of the other games in the Awful Block I've done commentary for. So this should be a good time. Yeah, and this is Pac-Man 2: The New Adventures. You know, it's a sequel to Pac-Man. It's pretty basic. Kind of Так, follows a lot of the что ж, same ideas as the first это game. Pac-Man X. Он в Yeah, 2018 so if you played the году first game, it's был pretty straightforward. Let's на just Awesome Games get Done into Quick it в in 2018. 2, 1, Он проходил go. уже эту игру на стриме. Alright, so first off, Что это за игра? Что ж, это сиквел к Пакману, но проблема в том, что игра теперь квест. Это уже даже не та аркадная игра, которую мы помним, это квест, которым мы все, что можем сделать, это только указывать Пакману, что он может, собственно, сделать. И при этом мы также можем использовать рогатку для того, чтобы сделать, точнее, даже не сделать, а чтобы взаимодействовать с Пакманом. И вы видите проблему, да? Так, собственно, в первой миссии она заключается история в том, что нам нужно взять молока для нашего малыша, точнее, малыша Пакмана, и как ты еще получишь молоко, если не подоев корову? Но я хочу сразу заметить, как много нам пришлось сделать для того, чтобы Пакман соединил одно с другим. Грубо говоря, вся игра заключается в том, чтобы затерроризировать Пакмана, чтобы он сделал то, что игрок от него просит. I just realized that I entered the screen from the other side, so the death warp isn't as fast. But мы сейчас только что попытались задесворпить Пакмана, но, к сожалению, мы спровоцировали корову, и корова нас убила, и теперь нам пришлось снова возвращаться с противоположной стороны экрана, хотя мы должны были заспавниться совсем другой стороны. Ready to start the second mission of the game, the longest mission. So the interesting thing about this game is that Pac-Man and his family are the only Pac people out there. So to get fresh mountain flowers for Pac-Man's human friend Lucy. Так, следующая миссия заключается в том, что мы должны пойти в горы, чтобы сорвать молодые цветы для нашего человеческого друга Люси. И надо сразу отметить то, что семья Пакмана единственная в своем роде. Я не знаю почему. На все, наверное, ответ будет «Намка, почему?». Ответ будет вопрос. То есть мы отвечаем вопросом на вопрос. Опять-таки, я напоминаю, у нас нету никакого контроля над Пакманом. Пакман делает только того, что за нас думает SNES. Все, что мы можем, это дать ему указания, даже подсказать ему указания. Все остальное компьютер додумывает сам. Да, мы при этом мы можем постоянно сбросить пилюлю силы, которая превращает Пакмана в супер Пакмана. Таким образом, мы хотя бы можем ускорить его немного, чтобы он прошел уровень чуть быстрее. Если бы мы, кстати, не использовали, между прочим, здесь пилюлю, нам бы пришлось стрелять по платформам, чтобы Пакман перепрыгивал через них, однако это займет слишком много времени.
И поэтому, прежде чем мы спустимся в пещеру, нам нужно, чтобы Пакман посмотрел в гайд, в инструкции, как использовать вагонетку. Чат, у меня вопрос. Помните, как было просто в первом Пакмане? У тебя был всего лишь стол с различными уровнями, и ты как бы передвигался по нему. И не это... You may notice I am telling Pac-Man to go faster constantly. If everyone in the chat could join in, that would be very nice. Также мы можем давать ему указания, как двигаться. Также мы можем сбивать объекты, пока вагонетка двигается. Мы еще также заработали инцентив на хитрого Пакмана. Поэтому мы ждем тогда конца рана. И на этом еще Pac-Man 2 не заканчивается. That is a lot of money to put on Pac-Man 2. Yeah, for awful video games, $1,000. Wow. All right, so we're going to get through this last crusher here. Так, мы уже подъезжаем к концу уровня. Just going under them will get you past them, so you have to time it just right. And need I remind you, you are telling Pac-Man what to do, and he is reacting, so it's not exactly precise. All right, so now... He got a lot of friction from that rope and like... Опять-таки, почему вы сейчас увидели то, что вы сейчас увидели? Зачастую нам придется терроризировать Пакмана ради того, чтобы он делал что-либо. I suppose so. Anyway, time for identity theft. Yeah, so here's our first identity card. Так, здесь мы находим нашу первую ID-карту. The last one, interestingly, the game just doesn't let you get until the last. ID-карта нам нужна, чтобы открыть двери в одном из других уровней, которые нам потребуется через 10, если я правильно помню. То есть это уже ближе к концу игры будет. Здесь мы указываем на... Как это правильно называют? Найти веревки. Alright, so we something interesting about this game is that we want to kind of manipulate Pac-Man's mood throughout the game. So you'll notice I had intentionally had water drip on Pac-Man. Так же, как мы можем увидеть, у Пакмана есть различные виды настроения. Иногда он может быть напуган, иногда, может быть, он весел, спокоен, и иногда он может быть абсолютно обозлен. И, соответственно, в зависимости от какого настроения он сейчас находится, он будет принимать разные решения. Да, и мы опять-таки можем постоянно манипулировать его. О, нет. О, нет. Оно снова. Okay, that didn't go so well. So you have to shoot that rock out of the way. Оно снова. Before Pac-Man. Такого никогда не было, и вот опять. It is incredibly difficult to do that, and this last shot, like the screen needs to scroll a little bit before you make it, but now we've taken off, and Pac-Man is going higher at our command. Так, и теперь мы летим на дельтаплане. If you want to throw that in chat. И мы можем, опять-таки, сказать то, что лететь либо быстрее, либо выше. А также при этом попутно мы все так же можем сбивать всякие предметы. Good luck attacking and dethroning Pac-Man from your friends in the community and Discord. Сейчас пришел донейшн от того, что
Надеюсь, после этого рана мы все мы все забаним наших пакманов. Учитывая то, что насколько плохо они себя постоянно ведут. Think we can get one more donation in. Sure, we've got $50 from Jose, who says, I love GDQ. Let's beat cancer together. All right, so we're coming up on the end of the hang glider section. We just got a few more ghosts trying to stop us. I don't actually know why, to be honest. But nonetheless, they are trying to keep us from getting a nice gift for our friend. So up here, this is where we'll finally get our flower, but more importantly, we're going to learn something interesting about Pac-Man coming up here. So there's going to be a balloon мы that сейчас rises from подберем the как bottom раз of the таки screen. Pac-Man is going to want this подберем balloon этот more цветок, than который нам anything. нужен. So we need to distract him. So right here we see the balloon. Pac-Man sees it. We tell him to Так, look the мы other видим way. тут And we воздушный just шар, walk him over here. и And поэтому it's мы like the balloon манипулируем never его, existed. чтобы Pac-Man has он not обошел. achieved object permanence yet. So Pac-Man's going to scan these flowers for a bit. Так, before he теперь он remembers, сначала right, this is what I просканирует came эти here for. цветы, и только потом их подберет. I mean, can you really blame Pac-Man for not understanding object permanence? His first game was going to the same room 255 times. Yeah, that's fair. All right, so we wanted to be on the left side of this vine so he can fall down this hole real quick. Так, теперь, да, мы манипулируем его, чтобы он потянул за одну из лиан. Таким образом, он падает вниз. So I think Опять-таки, мы ему указываем, чтобы он зашел на станцию и спустился обратно в город. Опять-таки, мы его ускоряем для того, чтобы он прошел уровень быстрее. And has been relatively easy. But remember what all we just went through for that. Да, я напомню, это была миссия. И все ради одного цветка. Here, but as you saw, Ms. Pac-Man was already holding a flower, so I guess she had gotten one while Pac-Man was out. Which makes me question how she got it. Так, теперь у нашего сына день рождения, и мы хотим ему подарить электрогитару. Also, that's something interesting, as Ms. Pac-Man is in here, and и поэтому мы идем в she город. doesn't seem to be in any new games anymore, so I don't know if they're ever going to bring this game back, sadly. No, И мы уже бежим в город. It's a shame, because everyone should play it, and if you have a Wii U kicking around, it for some reason released on there, and Опять-таки, чтобы скипнуть крупную часть города, мы используем наш Power Pellet и манипулируем его, чтобы он дошел до конца другого экрана. Здесь мы подбираем еще одну карту ID. Pac-Man can dream. So, essentially, what we need to do is get Namco to release a remaster of Pac-Man 2. Нет. Раннер говорит, все, что нам нужно сделать, это попросить Namco, чтобы они переиздали Pac-Man 2. So Pac-Man Jr., Pac Jr., I forget his name. Так, говоря о манипуляции настроения, мы его тут должны разозлить. Стреляя по нему из рогатки. Таким образом, когда он зол, он будет игнорировать мусорку и автомат с колой. So we needed to make him mad to
get him past that. And then we needed to bully some children to make Pac-Man really mad, so then he'll confront Теперь, the чтобы guard that is now совсем in charge разлить of this Пакмана, gate, нам надо было еще и обозлить детей. the strange blue man. И теперь... So I'm going to line up a shot so I can drop a power pellet at the right spot. Because it turns out that this guard is actually мы таким образом, In a trench coat? обозлив Пакмана, мы его манипулируем к тому, чтобы он подошел к охраннику, но охранник на самом-то деле это замаскированные три привидения. И у трех привидений как раз-таки есть гитара, которая нам нужна. He had to be a little to the left of, or to the right of Pac-Man, so that we could get another ghost, and then Так, хан про Пакмана. the other two ghosts moving to the right, so that Если the только без guitar would лайтгана. drop Да. as far to the right as possible. Опять-таки, это очень странная смесь квеста и почему-то шутэмапа. И самое смешное, игра превращается в намного лучшую игру, если вы заходите аркаду в городе, потому что вы можете там поиграть аркадного Пакмана. Опять-таки, делаем то же самое. Мы используем наш Power Pellet, чтобы попустить большую часть экрана. А также, когда мы в режиме Супер Пакмана, мы игнорируем тучу вещей, которые у нас на экране. В обычном прохождении он бы буквально как-то интерактил буквально с любыми предметами или NPC в окружении. I mean, he does fix the chicken coop each time. И большая проблема в том, что, с одной стороны, это интересная фишка, до тех пор, пока она повторяется несколько раз, и она постоянно занимает тучу времени. Так, и у нас последняя миссия. Мы видим в новостях, что призрак, которого мы когда-то видели, призраки, которые мы видели ранее, они создали какого-то огромного монстра, и нам надо будет найти их местоположение и победить их. Так, нам надо найти еще одну ID-карту. Так, но сначала нам надо добраться до города, поэтому мы не будем тратить никаких пауэрпеллетов пока что. I also avoid buying hot dogs after running into the cart. И очень важная часть. Надо постараться не затриггерить какие-либо интеракции. Теперь, когда мы в городе, мы спокойно используем пару Power Pellet. Добираемся до города. Теперь мы поднимаемся в этой корзине. И оказывается, это была западня. Мы здесь используем Power Pellet, мы их ловим, и они сразу сбрасывают ID-карту. And now we get to do the said watching Pac-Man walking. This game is chock full of excitement. Да, кстати говоря, и в обычном прохождении вы, скорее всего, даже не знаете, для чего нужны эти карты. И мало того, что вы не узнаете, где находятся некоторые из них. То есть, если вы, например, в обычном прохождении играли бы, например, в уровне пещеры,
и вы не заметили ID-карту, то вам никто даже не расскажет, где она есть. Вам придется игру просто проходить полностью заново. Which is going to come back later, after the run. So we see Pac-Man does a very cool jump. Да, здесь мы просим, чтобы Pac-Man перепрыгнул. Pac-Man прыгает на всю десятку. Но в итоге он у нас все равно проваливается под сваей. Yeah. Every time that happens, I have egg on my face. All right, so we're gonna bully some children again. Sorry about that. Теперь мы снова будем обижать детей, чтобы разозлить снова Pac-Man до чертиков. Однако, напоминаю, это нам нужно, чтобы он игнорировал разные вещи. Also, by the way, this is Main Street, and it's looking rather desolate, isn't it? It is. Pac City's not doing so well, I guess. So we're gonna go down to the sewer. Опять-таки, да, мы стреляем по Пакману, чтобы он провалился на канализационную трубу. Здесь мы снова используем пеллет, чтобы он прилетел по экрану и игнорировал тучу вещей у нас на полу. Да, и пока он, между прочим, летает в своей суперформе, мы все равно ему можем указывать, куда смотреть. Таким образом мы можем сказать, где он примерно должен остановиться. Shoot Pac-Man up the ladder there, which is going to skip a little bit of animation, and we're going to fly through here. That uses our last power pellet for now. We're going to get another one in the screen, in 2 screens from now, so... На конвейере мы снова используем Power Pellet для того, чтобы он пролетел полностью, пролетел весь уровень. Я ни раннер не знает, зачем там каждому привидению нужны сковороды. Хотя на стене написано от Пакмана. Это их вооружение? As the code used in like System Shock, Deus Ex, all those games. So Pac-Man is among those. Yeah, the code doesn't have to be input in any specific order, so they throw you a bone there. And now we are seeing horrors beyond human comprehension. Теперь мы видим, мы зашли в лабораторию, мы видим странные вещи. Мы подбираем один из нужный очень Power Pellet. Beautiful form. All right, so next screen is Теперь в следующем экране мы уже приближаемся к боссу. И, как помните, у нас было 3 карты. Really didn't want you to bring this game back to the rental place as soon as possible. So я напомню, вы бы застряли, если бы у вас не было бы хотя бы одной карты. То есть это надо знать, и вам при этом никто не скажет, где они. Ни один из персонажей вам не подскажет. Если вы пропустили, вы пропустили. I enjoyed this strange game as a kid, but I know PMX will complete it faster. Thanks, Kataru. All right, so we're on the final boss. We gotta toss Pac-Man a power pellet. We gotta be a little careful about the это жвачный монстр. By the way, we're going to shoot this arm before it hits Pac-Man. Опять-таки мы используем здесь свой Power Pellet. We just have to shoot the
Кстати говоря, пока Pac-Man занимается привидениями, мы просто стреляем по жвачному монстру. И время. Это Pac-Man 2. Совсем не похоже на основную игру или даже Mrs. Pac-Man. Теперь сейчас на этом, правда, и для игра в этом блоке не заканчивается, потому что мы накопили денег на инсентив. Because honestly, I forget when this game saves. So let's just get this over with. Yeah, so that was the Ghost Witch. That's the one time you see her basically. Да, и это единственный раз, когда мы видим главного антагониста, призрачную ведьму, вообще в франшизе Pac-Man. Хорошая игра. Нет. Так, и теперь инсентив. В 3, 2, 1. Alright, so people wanted to see some smug Pac-Man, so we're going to show you some first. Давайте посмотрим немного хитрого Pac-Man. The game tells you to play more, that you didn't get enough of this game, and the run is any %. So we can see here we only completed 20% of the game. Как мы видим, несмотря на то, что мы прошли игру, мы всего лишь выполнили ее на 20%. So we're going to kind of go through a few of those, kind of play the game correctly. Теперь мы будем немного играть игру правильно, как мы должны были в нее играть. Pac-Man being smug. So we boost Pac-Man's mood by drumming on. Также я напомню, у игры есть система настроений, и сначала мы немного разодориваем его, чтобы он поиграл на бочках, как на барабанах, и мы уже видим, он что-то уже задумал. Мы заходим в дом Клюси, и она не может подвинуть свой диван. Вместо того, чтобы подвигать, мы просто садимся на диван. И он просто... In some weird way, you kind of want to avoid him being too happy. So now we're gonna come across this bug. This is just fun. Теперь мы подойдем к жуку. Pac-Man is so expressive in this game. I love it. All right, so we need really all of the expression that they wanted to do in the arcade, but they didn't have the technology for. Yeah. So we gotta knock down this sign, so when our pink-haired neighbor opens his door, мы сбиваем знак для того, чтобы наш сосед нас не увидел. Get hit by the door and lose the smug state. Let's actually knock on his door and just see how Pac-Man does that, because I love this animation so much. Just the smug knock and like the listening gesture, it's so good. Я могу на самом деле замолчать, вы просто без комментариев вы можете увидеть full Pac-Man experience. Pac-Man 2 experience, простите. Skateboard, we first have to point out the pebble here, and then we'll see him get on the skateboard. Он увидел скейтборд. Pebbles are their natural enemy. Absolutely. And we'll see that right here, as Pac-Man has been compromised to a permanent end. And one last thing, let's just check the percentage. We have now cleared 24% Так, of the game. теперь у нас 24% выполнено. Thanks for having me. Enjoy the rest И of the на самом деле, тут в этой игре очень много взаимодействий, и нам как бы не все показали.